Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре инструмент от фирмы Камолия, в частности шуруповерт. И вот приехал в таком вот просто супер классном кейсе, друзья, просто классный. В отличие от прошлого кейса, в котором приехал гайковерт, он сам не открывается. Для открытия надо немножечко применить силу, усилие. Имеется вот такая рукоятка, классный, друзья, пластик. Ну, конечно, садиться я не рекомендую, хотя я думаю, что вполне себе может и выдержать. Такие вот у нас петли. Дно выглядит следующим образом. Так, и поехали вскрывать, смотреть. Хоп! Первым делом у нас встречает инструкция. Инструкция, мы сразу видим, это общая на весь инструмент, поэтому нам она будет неинтересна, так как у нас здесь даже не этот шуруповерт. Инструкция нам не нужна. Имеется в наборе вот такой вот набор различных, друзья, головок, бит, сверел. И даже есть вот такой вот гибкий вал. Конечно, разовая штука, много им что-то не покрутишь, но под углом 90 градусов, а то и 180. Видите, можно что-то им покрутить. Вот. Где-то может выручить. Постоянно крутить им, конечно, не будешь, но где-то он выручит. Есть как бы и есть, и хорошо. Так, также в комплекте у нас, смотрите, что приехало. Вот столько вот разных мелких головок. То есть наборчик, я бы сказал, для квартиры уже все включено. Вот мы в квартире там где-то фурнитуру для дверных ручек, для шкафчиков. Все это дело можем крутить вот этими вот головками. И самая большая головка у нас на 12 миллиметров, друзья. Конечно, хорошо бы, чтобы была на 13, но что есть, то есть. И самая маленькая у нас, по-моему, на сколько? На 5 миллиметров. Или тут даже на 4 есть. На 4,5 миллиметра самая маленькая. Ага, нет, на 4 миллиметра самая маленькая. От 4 до 12 миллиметров. Так, с головками проехали. Смотрите, какой наборчик бит. Все это, конечно же, стоит денег. Опять же, качество бит я вам не скажу. Ими надо немножко поработать, чтобы что-то вам сказать. Но тоже есть и есть. Вот. Для бит и головок вот такие вот, друзья, переходнички, адаптеры. Это для головок, тут квадратик у нас, тут шестигранничек, ну и это для бит. Здесь установлен маленький магнитик, бита не вываливается, но держится так не особо сильно. Ну, достаточно, видите, чтобы не вывалилось. То есть все, в принципе, как я сказал, для квартиры просто шикарно. И есть у нас, друзья, вот по 3 штуки вот такие сверла, то есть 3 по металлу и 3 по дереву. С этим закончили, едем дальше. Инструкция нам не нужна. Есть вот такая рукоятка, так как наш шуруповерт тоже позиционируется как ледобур. Держать его будет намного спокойнее при помощи такой рукоятки. Рукоятка, я надеюсь, вы понимаете как. Ну, давайте попозже покажу. В комплекте есть у нас зарядное устройство. Вот такое вот легкое, невесомое, как всегда в любом китайском инструменте. Ну, я вам скажу одно, что такими зарядками я пользовался, заряжают довольно неплохо, я, в принципе, доволен, и никакую там супер зарядку пока покупать я не буду. Вот, в основном я пользуюсь не такими зарядками, а, ну, красивыми с 2 светодиодами, с красным и зеленым. Так, зарядочку посмотрели, приехали 2 аккумулятора в наборе, ну, второй вот точно такой же, тоже на 5 ампер-часов. Вот, мы с вами разберем корпус, посмотрим на баночки. Так как в прошлом моем обзоре, когда я разбирал, банки были подписаны по 2,5 ампер-часа. Ну, вот что в сумме составляет на 2 ряда 5 ампер-часов. Ну, некоторые люди писали, что они разбирали пятерочки и читали на баночках, что там было по 2 ампер-часа. Немножко был обман. Поэтому мы с вами разберем, посмотрим и аккумулятор. Вот, и, конечно же, смотрим наш шуруповерт. Вот, просто, друзья, обалденная вещь. Вот берешь в руку, если бы я не знал, что это там какая-то китайская вещь, я бы сказал, что это какой-то там супер оригинал. Настолько все качественно сделано, что просто, ну, не к чему придраться. Абсолютно не к чему. Хотите верьте, хотите нет. Не то, что я там пытаюсь вам впихнуть этот инструмент, я его никак вам не впихну, я вам показал, разобрал, допустим, а вам решать самим, покупать, не покупать. Вот, я вас заставить купить никак его, соответственно, не могу. Вот, и кто помнит, кто следит за моими обзорами, я делал обзор на почти похожий инструмент от Heimerdinger. Вот, тоже работает по сей день, все шикарно, отлично, и он уже весь пошарпанный у меня.
Но в том инструменте, в Хаммере, есть один большой косячок такой, минус как бы. Хотя для меня он и не является минусом, но он все-таки есть. У него нет блокировки вала. В видео я об этом промолчал, потому как тоже не обратил на это особого внимания, но немножко поработав, бывает даже неудобно, потому как я зажимаю сверла, держу патрон и нажимаю включение. Таким образом зажимаю сверла. По характеристикам в том инструменте должна быть электронная блокировка, там пару секунд после остановки, после отпускания курка, но его тоже нет, этой блокировочки. Здесь же, друзья, блокировка постоянная, механическая, то есть его не провернешь, он постоянно стоит на блокировке, просто вот замечательная вещь. Что у нас по режимам? То есть режим шуруповерта, сверления и сверления с ударом. Количество усилий 20. Все посмотрели, все в принципе как и везде. Кнопочка переключения скоростей от первой до второй скорости. Так, что у нас написано на патроне? На патроне у нас написано от 0,5 до 13 мм. На этикетке у нас заявлено тоже 13 мм диаметр. И обороты от 0 до 2450 оборотов в минуту. И написано максимальное усилие 650 ньютон на метр. Ну, слабо мне, друзья, в это верится. Тем более я не знаю, как его проверить, это усилие. Потому как с таким усилием, если я поставлю даже на 20 усилие, то мне вырвет нафиг руки. И это я, наверное, проверять не буду это усилие. А усилие мы поймем потому, когда будем делать тестик. То есть, что я буду делать. Я уже не буду брать то токарное сверло на 40. Все это пишут мне люди, это все ерунда, не просверлил там до конца. Ну, люди есть люди. А возьмем мы, друзья, перо по дереву 50 миллиметров диаметром. И попробуем долбануть. Так как все эти саморезики, друзья, понятно, что он будет эти саморезики закручивать. Зачем это показывать, тянуть время. Мы с вами сразу возьмем сверло и будем бомбить, наверное, сверлом. Может быть, еще какого-нибудь там загоним им глухаря, посмотрим. И тем самым по сверлу и по глухарю посмотрим вот именно создаваемое какое-то примерное усилие. Так, теперь давайте включим, посмотрим. Аккумуляторы заезжают отлично, плавно, мягко. Есть небольшой люфтик, но это в принципе как в любом инструменте. Включаем. Звук, просто, друзья, приятный. Не знаю, как вам на видео, а так на ухо просто приятный. Вот минимум. Обалденный просто звук. Вторая передача. Давайте на второй передаче минималку поймаем. Вот это минималка на второй передаче. Вот так работает наш инструментик. Просто шикарнейшая вещь. Да, кстати, почему-то в комплект не положили они эту вот клипсу для подвеса на ремень, либо куда-либо во время работы. Так, и рукоятка. Рукоятку мы можем цеплять, здесь, видите, универсалка. Как на правую сторону под левшу, так и на левую сторону под правшу. Цепляется так, как же мне тут показать? Сейчас я, наверное, закручу и покажу вам. Сильно зажимать пока не буду. Вот таким вот образом. Здесь есть у нас довольно большие углубления, зацепы. И эта ручка должна жестко сидеть. Также здесь у нас есть, смотрите, вот такие вот зубья. То есть подразумевается, что она этими зубчиками, вот внутри тоже, видите, будет хорошо впиваться и держаться. Вот, мы с вами, конечно, эту ручку проверим при сверлении 50-м сверлом. Так, все, народ. Сейчас померяем обороты и будем разбирать. Так, друзья, прежде чем измерять обороты, включаем тахометр и врубаем, смотрим, нет ли отражения у нас на патроне. Видим 0. Клеим отражайку и начинаем измерять. Что ж ты будешь делать-то?
Так, она у нас, видимо, слетит. Ну, попробуем. Так, включаем первую скорость. И я попробую аккуратненько померять обороты. Ну, 105 оборотов. Надеюсь, вам видно самим, комментировать не буду. Все, первая скорость у нас выбрана. Давайте вторую скорость. Начинается с 400 оборотов. Вот видите, здесь китайцы тоже обманули на целую тысячу. То есть 2450 здесь нет. Вероятно, это обороты на двигателе. Но не факт. Мы с вами проверили. Выявили их на чистую воду, как говорится. Ну, а теперь приступаем к разборке, друзья. Да, есть даже фонарик, вот видите. А то мне многие пишут, почему ты не показываешь фонарик. Некоторые пишут, зачем ты его показываешь, он не нужен. Показываю все, что есть. Все, разбираем, смотрим. Так, друзья, раскрутила винты, как всегда, здесь торкс 10, болтики, винтики. И вскрываем. Так, как мы его вскрываем? Ух ты. Наверное, надо перевернуть. Да, хоп. Ну и сразу же бросается в глаза, что здесь обмана нет. Тут написано 2500. Вот, друзья, аккумуляторы я никогда не тестирую. Я просто в этом не вижу смысла. Не хотите вы эти китайские аккумуляторы, боитесь вы их. Закажите, пожалуйста, тушку без аккумулятора. И закажите себе фирменный аккумулятор. А в тестировании всех этих аккумуляторов я смысла не вижу. Вот, допустим, Heimerdinger аккумуляторы работают долго и упорно. И никаких нареканий нет. Очень надеюсь, что эти аккумуляторы тоже прослужат, допустим, долго. Вот. Только время показывает их, так сказать, характеристики. Разбираем сам шуруповерт. Да, друзья, совершенно забыл показать вам плату. Разъем зарядки. Ну и вот так вот выглядит плата. Пока у меня аккумуляторы гайковерта, вот точно такие, работают без нареканий. Поэтому как-то так. Так, народ, разобрал я сей чудный девайс. Вскрываем, смотрим. Вот, что касается пластика. Пластик просто офигенный. Как всегда, инструментальный, со множеством различных, видите, перегородочек, робер жесткости. То есть все просто шикарно. Так, теперь смотрим, что да как у нас здесь. Все стандартно, все как обычно. Друзья, в редуктор, конечно же, извините, я не полезу. В сам редуктор. Так как просто боюсь что-нибудь не собрать потом. Ну, отцепить мы его отцепим. Вот так вот выглядит редуктор. Видите, я уже в какую-то смазку влез. Все помазано, все измазано. Смазка какая-то, видите, такая вот серенькая. Там она тоже есть. Не знаю, на камеру видно, не видно, но там ее достаточно. Вот со всех сторон постараюсь показать. Не буду разбирать уже. Вот. Ну и такой вот движок. Тоже довольно немаленький для такого маленького шуруповертика. Да, силы надо немерено, чтобы достать. Наш ротор. Он какой-то уже суцельный. Обычно поделен на ламель. Ну, видно, что тоже есть. Но не то обработан, не то покрашен. Вообще непонятно. Подшипничек. Шестеренка у нас как бы напрессована на вал, наверное. Точно не знаю. Вот боюсь, чтобы ее не провернуло. Ну, хотя, в принципе, не должно. Ну, и здесь тоже подшипничек. Ну, и наш сам статор. То есть, довольно такой хороший движок.
Вот. Кнопка управления оборотами, ну и контроллер опять обычный, как везде, как всегда. Провода, друзья, да, в силиконовой изоляции, то есть качественные, все отлично и шикарно сделано. Претензий просто никаких. Кнопочки, видите, нет. Видимо, это специальный контроллер под именно шуруповерт. Так, поверхностно я вам это все дело показал. Сейчас собираю. И идем моим маленьким сверлышком попробуем просверлить. Думаю, друзья, вы все посмотрели. Патрон хотел снять, да не смог открутить там под крестовую отвертку винт крепления. Ну, просто не смог открутить патрон. Все, собираем, идем, сверлим что-нибудь. Так, ну что, народ, начнем мы, наверное, с победитового сверла. Оно у меня только есть на 8. Большими сверлами я не пользуюсь. Ну, шуруповертами, так как есть уже перфоратор. И смысла в этом нет. Переключаем на сверление с ударом. Используем подопытный кусок дорожного борта. Заводской, пропаренный. Ну, погнали, посмотрим. Ух ты. Включил левый оборот. Короче, как-то так. Загнал почти до конца сверло за очень короткий промежуток времени. Ну что, идем сверлить деревяшки. Так, ну что, ребята, как я не хотел закручивать саморезы, придется мне эту доску, когда будем сверлить 50-м сверлом, прикрутить к поддону, чтобы она не проворачивалась. Поэтому я вынужден закрутить сюда 2 самореза. Саморезы сотки. Вот такие вот. То есть саморезы идут, как вы видите, налегке, друзья. Просто налегке. Так, ну что. Сейчас снимаем биту. Ставим такую вот прибамбасину с головкой на 17. И пробуем в эту вот колодку завернуть вот такой вот глухарь 21 сантиметр, друзья. Посмотрим, насколько его, так сказать, хватит. Ну, где-нибудь сюда. Поехали пробовать. Ах ты! Все, ребята, дуры в нем хватает. Видите, провернула колодку, дала мне по ноге, ну его в баню. И еще он может крутить, но я не знаю, как держать колодку. Все, в защите. Так, а если мы вторую скорость? Проворот. Да, сразу проворот идет. Поэтому на первой скорости... Вот он еще может. Так, давайте попробуем выкрутим. Ух ты! Короче, народ, дуры в нем хватает. Конечно, не 650 ньютон, но дуры хватает. Все, сверлим. Чуть ноги не подбивал с этими обзорами. Еще раз показываю. 50-е сверло. И бомбим. Пробуем. Так, что нам тут сделать? Вторую скорость сверления. Все как положено. Поехали. Так, а что у нас тут делается? На выходе кусануло. Все, друзья, сквозняк. Выкручиваем саморезы. А то писали мне, ты не досверлил, ты не это, ты не то.
Выкручиваем саморезики и смотрим. Не смотрите, что щелкает. Саморезы старенькие, бэушные, разбитые крестики. Так. Вуаля, дыра. Доска 50-я. Быстро, красиво, надежно. Хотите верьте, хотите нет. Все, народ, на этом мы закончим сегодняшний обзор. У нас сегодня был вот такой вот красавец-агрегат Камоли. Ссылка, как всегда, в описании под видео. Переходите, смотрите. Ну, а покупать, не покупать, как бы решение, конечно же, за вами. Все, всем добра, здоровья, до новых видео, пока. Желаю, чтобы все